Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас очень интересное сравнение, сегодня очень интересная битва. Как просил один из подписчиков, мы сравниваем Лаговулин 16 лет с Артбегом Огадал, но также у нас присутствует Лафроек Анкуанмор. У них всех примерно одинаковая, не примерно, у нас на Кипре одинаковая стоимость 70, 70, 70 евро. То есть стоимость одинаковая. Теперь давайте пройдемся по бочкам. Я посмотрел, у меня надо было 3 разных бокала взять. Значит, Артбег Огадал у нас 54,2 градуса. Не знаю, дольем весь или не весь, сейчас узнаем. Немного у нас осталось. Значит, доливаем весь. Чуть-чуть будет больше, чем надо, но там оставлять. Оставалось только для Гленкерна или для Тулипа. Значит, следующий. Лаговулин, Артбег у нас и Лаговулин выдерживались в одинаковых бочках. Это в бочках из-под бурбона и в бочках из-под хереса. То есть, в принципе, по градусам здесь 40... Сколько градусов? 43 градуса. То есть, практически на 10 градусов меньше получается. И Анкуанмор тоже будем докупать этот виски. Его немного осталось. Анкуанмор выдерживался уже в других бочках. Ему 48 градусов. Он выдерживался в бочках из-под первой заливки бурбона. Да. Здесь этого, к сожалению, не написано. Так вот, по памяти. Из-под первой заливки бурбона, а также европейская бочка. По цветам на самом деле удивительно, но... Так, все видно. Стой. По цветам, ну, они практически все одинаковые. И у меня даже ощущение, что Лафроек более темный. Ну, его, правда, меньше налито, но вот ощущение, что Лафроек более темный. Давайте мы начнем сравнивать, сделаем сравнение такое. Мы сравним двух конкурентов самых известных виски. Это Лаговулин и Артбег. И потом, кто выиграл, мы сравним с Анкуанмором. И так, наверное, будет честнее. Да, получается. Начинаем с Лаговулин 16. Артбегу Огадал, мы не знаем, сколько ему лет. Ну вот аромат глубокий такой. Маслянистость. Давайте еще скажем по маслянистости. Маслянистость никакая. Лучше. Не намного. То есть я тоже могу сказать, что она не очень крутая, но у Анкуанмора чуть-чуть лучше. Чуть-чуть больше, чем никакая. Так, аромат. Ну вот я ощущаю йоды, торф и все. И ничего такого вот супер интересного нету. При 52, 52,4, если не ошибаюсь. Где ты? Да, нет, 54,2, ошибаюсь таки. При 54,2 градусах аромат более на самом деле интересный, чем у Лаговулина 16 лет. Здесь есть соль, такой соленый морской воздух с торфом, с йодом, ну, морской воздух с йодом. Ну, в принципе, и все. Самое интересное, что вот этих 54 градуса ты особо не ощущаешь. Ну, как у Лаговулина, то есть крепость алкоголя ощущается примерно на одном уровне. Анкуанмор. Намного интереснее аромат, намного глубже, намного вот, ну, на самом деле он кажется после, я не знаю почему, но после, ну может по градусам, после Артбега Огадала Лаговулин, такие названия, Лаговулин, Лафроек Анкуанмор кажется более молодым, более свежим, у него торф, йод, минерализация, вот какая-то более глубокий, но при том, что он более свежий, более глубоко такой чернослив, какой-то более
какой-то вот сладость такая, медовая сладость. И вот аромат такой, это вот, ну я не знаю, вот, точнее как я не знаю, я знаю, как сказать, вот затухающий костер с этими медицинскими травами, или может даже потухший костер там. Кто-то кинул зверобоя, ромашки в костер в конце, и вот оно вот, ну я не говорю, что здесь зверобой, ромашка, вот есть какая-то вот такая вот медицина, но она как вот с сажей, с чем-то такой, знаете, вот. По аромату, смотрите, у Лагавулина выигрывает Артбег, у Артбега выигрывает Анкон Мор. С ароматом закончили, идем по вкусу, друзья. Сейчас самое интересное сражение, потому что, как всегда я говорю, аромат это не самое главное это вкусы и послевкусие. Как всегда, крепость Лагавулина поражает, но я давно не пил Артбег, еще посмотрим, чья крепость поразит сильнее. Итак, первый глоток сделан, крепость почувствована. Теперь попробуем продержать хотя бы там 16-15 секунд во рту. Острый, объемный, йодированный. Самое классное в этом, не в этом, в Лагавулине 16 лет, то что он объемный. Вот такой, ну вот это действительно слово объемный, я не знаю, как его по-другому описать. Торф, йод и острота такая, перец. И торфяно-острое послевкусие. Очень приятный виски. Очень интересно. Пока я держал Артбег во рту, я думал, что, я вам сейчас скажу, что он удивительно, 54 градуса менее крепкий, чем 43. Это было ровно до глотка. Когда я проглотил его, нет, 54 градуса крепче ощущается. В то же время он побогаче. Тут не то сравнение, побогаче это не то сравнение, понимаете? Лагавулин при всей вот такой простоте, в принципе, там йод, торф, он очень объемный. Это такой вот серьезная острота, серьезный йод и серьезный торф. У Артбега больше, вот я почувствовал, больше вкусов, но они все не такие серьезные. Не знаю, как это сказать по-другому. В общем, во рту он держится спокойно. Я думаю, что я его мог спокойно продержать 16 секунд. Вот глотать его после глотка сложнее. А все-таки для тех, кто приболел, Артбег больше подойдет. Значит, смотрите, у него есть какая-то древесная такая нота, которая вот связывает, терпкая такая нота. В то же время он йодированный. Он какой-то вот вкус такой бочки более хереса ощутимый. И послевкусие такое, ну, какое-то дымно, чуть-чуть сладкое. При всей более такой вот масштабной объемности, на самом деле вкуснее Лагавулин. И если по аромату Артбег выигрывает, то по вкусу для меня лично Артбег проигрывает. Поэтому у нас будет во второй тур у нас переходит Лагавулин. Не зря 2 бокала одинаковых оставил. Как чувствовал? Действительно, это первое сравнение, и не на камеру мы не сравнивали. Это вот она
Случайно я решил добавить Лафроек. Ну, начнем опять. Вернемся к Лаговулину. Достойный, приятный виски Лаговулин. После Ардбега он чуть-чуть смазывается, но остается. Не такая крепость уже на языке. Ну, это не крепость, а вот этот перец такой. Но в то же время йод, торф, все присутствует. И в послевкусии перец появляется. Вот я чувствую на языке уже красный перец. Ну, дружище. И что хочу сказать. У Лаговулина более длительное и более объемное послевкусие, чем у Ардбега. К сожалению. Но, как я говорил при дегустации, при сравнении, что эксперты говорят, что тот Ардбег, который был в 2010-2012 году, это совсем не тот Ардбег, который Ардбег Оогадал. Это совсем не тот Ардбег Оогадал, который вот идет с 18-19 годов, что это с каждым годом, как я написал, читал одного эксперта, Ардбег Оогадал все хуже. Но вернемся к нашим. Прям удивительно. Первый раз за все сравнения я почувствовал оттенок, ну пускай будет это перец какой-то. Хотя может быть это крепость после 43 градусов. Да, значит, я пока не понял. Понимаете, что я не понял? Он вкуснее. Лафроек Анкуан Мор, но он не объемнее. То есть Анкуан Мор ты получаешь, первое, что очень интересно, это первый виски, в котором я чувствую деготь или сажу. Вот такой вот, ну, это объемный вкус, и ты не ожидаешь, конечно, от Лафроека во вкусе. Ты хочешь его чувствовать привычные медицинские травы и простите, нету их. Зато есть деготь и сажа, есть торф, есть сладость, и даже она похожа на сухофрукты какие-то. Я бы даже сказал, вот если бы я не знал, я бы еще мог бы подумать, что там где-то Педро Хименес побывал одной ногой буквально пару месяцев. Такой вот есть оттенок вот сухофруктов, он проскальзывает недолго, не длительный, но он вкусный оттенок сухофруктов. Такой вот, но нету этой сладости. Итак. Самое главное это деготь и сажа. Она такая сладость, торф и сладко-дегтевый послевкусие. Еще раз. По густоте Лаговулин гуще. Вот после Анкуан Мора Лаговулин гуще, но более вкусный. Вот вы представляете, я выпил Лаговулин только что при вас, а у меня проявляется в послевкусии деготь и сажа. И очень интересно для меня, потому что это удивительно, но послевкусие Лафроека перебило послевкусие Лаговулина. Однозначно выигрывает Лафроек Анкуан Мор. Он, если во вкусе, значит объемность против какой-то вот такой вот необъемности, скажем так, то послевкусие выигрывает Анкуан Мор. Он ярче, он вкуснее. То есть вы выбираете... Ладно. Вот честно, друзья, вот честно, Анкуан Мор лучше. Но Лаговулин, он очень достойный виски. Он очень вкусный, он очень достойный и вкусный. Вот это честно. Я выберу Анкуан Мор, и он действительно интереснее. Но Лаговулин намного вкуснее, просто в разы вкуснее, чем Ардбег Оогадал. Ардбег Оогадал, как я говорил, он не стоит своих денег. По крайней мере, вот этот вот 2019 года. Хорошего вечера, друзья. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Может, чуть длинновато получилось, но мне хотелось полностью понять. Кто не подписался, подпишитесь. Хорошего вечера.